Okay, my name is Дэвид Рудлин. I work for a company called URBED, which stands for Urbanism, Environments and Design. Добрый день, я работаю в компании URBED, которая занимается урбанистическим дизайном и градостроительством. And my title is How We Messed Up Our Cities and What We Did About It. И моя презентация называется «Как мы привели в беспорядок наши города и что мы вообще сделали в этом направлении». And when I gave this presentation in England, I used a much stronger word for this. Когда я в Великобритании делаю эту презентацию, я использую гораздо более сильные словечки. So I'm from the UK. We are the experts at messing up our cities. We do it better than anyone else in the world. Я из Великобритании. Я думаю, что в нашей стране находятся величайшие эксперты всего мира, что касается приведения в беспорядок городов. Мы действительно много сделали на эту тему. I come from Manchester. I don't know whether you can translate what's on the man's t-shirts. Я из Манчестера. Можете ли вы перевести, что здесь написано на футболке? On the sixth day, God created man, Chester. И на шестой день Бог создал человека, man, Chester, то есть часть слова Манчестер. This says a lot about the arrogance of Manchester. Но это очень много говорит о том, насколько мы уверены в себе, жители Манчестера. So this is Manchester. When I gave this presentation in China, I showed this man. Immediately, everyone in China knew who he was. So it's interesting. Do people here know who this person is? И когда я в Китае делаю презентацию, я показываю эту фотографию, спрашиваю, знают ли этого человека. Вы знаете его? So who knows who he is? Кто-нибудь знает? Manchester United. You know Manchester United. This is George Best, the best player ever of Manchester United. Это Джордж Бетс, лучший игрок Манчестер Юнайтед. So Manchester I arrived in Manchester in 1980. And Manchester in 1980 was very, very near to collapse. This is not Manchester, by the way. Например, в 1980 году Манчестер представлял собой довольно-таки печальную картину. Сейчас там все не так. This is Detroit. Это Детройт. I was in Detroit in May this year, and Detroit did collapse completely. All the stories you hear about Detroit coming back to life, it is dead. It is a dead city. And Manchester was very, very near to being very similar to this. И вот в мае этого года я был в Детройте и должен сказать, что все рассказы, которые вы слышали о том, что Детройт умер как город, это абсолютная правда. И Манчестер к этому состоянию очень близко. So, and I work for URBED, like I say. URBED, our website is just urbed.coop, and we're urbanists. We work across the UK on urban research, but also urban master planning and design. Как я уже сказала, я работаю в компании URBED, это наш веб-сайт, и компания располагается в Манчестере, занимается градостроительством и урбанистическим дизайном. Okay, so this is Manchester. Manchester is the northwest of England, so Liverpool, Manchester, Leeds and Sheffield. Находится на северо-западе Англии, там Ливерпуль, Манчестер, другие города восточные. 3 million people. Живет в Манчестере 3 миллиона человек. Total there, 10 million people. А всего на этой территории живет 10 миллионов человек. So, as a conglomeration, it's the same size as London, even though it's in the north of England. То есть в целом это такой конгломерат, который по размеру равен Лондону, несмотря на то, что находится на севере Великобритании. First city, the first megacity. We talked about megacities, we talked about Asian Chinese megacities. Manchester was the first megacity in the world. Если говорить о мегагородах, то Манчестер был первым мегагородом в мире. The first city to suburbanize. The first city for people when people left the centre and moved towards the edge. И также Манчестер можно назвать первым городом, из которого люди стали уезжать из центра и поселяться на окраине. The first to be planned to death. И это также первый город, который был запланирован до такой степени, что в конце концов это привело к его смерти. And very importantly,
the first to reinvent itself. And that's what I want to talk about today. Что очень важно, первый город, который смог сам себя возродить, изобрести себя вновь. И об этом я собираюсь более подробно сегодня поговорить. So I can tell you everything you need to know about Manchester. I can move the slide. There. On these maps tell you the whole history of the city. So this is 1774. This was Manchester before the Industrial Revolution. На этих картах вы увидите всю историю города, 1774 год, Манчестер, до промышленной революции. 50 years forward. И через 50 лет We have this. Ситуация поменялась так. 1824. Industrial Revolution started, the population doubled, but it's still very small as a city. В 1842 году произошла индустриальная революция, население увеличилось почти вдвое, но тем не менее город оставался все еще достаточно небольшим. Okay, 50 years forward again, next map. Еще прошло 50 лет. You ready? Okay, it doubled in size every 10 years for the whole of that century. Здесь произошел настоящий взрыв. На протяжении этих 50 лет город удваивался каждые 10 лет. Okay, the next map is when I arrived in Manchester, 1981. И, наконец, 1981 год, это год, когда я приехал в Манчестер. And this is just as dramatic. I'm building it up here. И действительно ситуация драматическая. Okay, you ready? It all goes, it all disappears. And what happened is half the population left and the city died. It became like Detroit. Вы видите, сколько исчезло содержимого из города. Действительно, люди уехали, и город просто умер, так же, как Детройт. Okay, there's some seats over on the far side. Там есть места свободные, можно там разместиться. Okay, the next map is Manchester today. На следующей карте показан Манчестер сегодняшнего дня. And when we drew Manchester today, I'm going to plough on even though there's people everywhere. When we drew Manchester today, we thought it would all be fixed. It would all look good. It would all look like it'd been repaired. Когда мы представляем Манчестер, мы представляем его красивым городом, в котором все заранее продумано. And it was disappointing because it hasn't really changed massively. Но разочаровывающий факт в том, что Манчестер на самом деле сильно не поменялся. So the next one is that this is the whole city. This is Manchester United here. Это, в общем-то, весь город. Здесь расположен Манчестер Юнайтед. Здесь еще одна футбольная команда, Манчестер Сити. And this is incredibly lively city, and it's tiny. St. Petersburg Centre would cover the whole of that map. И вот, собственно, самый центр Манчестера — это очень оживленное место, полное жизни. Если сравнить с Санкт-Петербургом, то его центр, наверное, будет охватывать всю эту карту. So just to make us feel really bad, we drew the map of Barcelona at the same scale, just so we can compare. Because Manchester thinks it's like Barcelona, thinks it's at least as good as Barcelona. Дело в том, что в Манчестере все думают, что город так же хорош, как Барселона. И вот мы взяли карту Барселоны такого же масштаба и сравнили с картой Манчестера. Барселона — это город такого же размера, столько же населения. So this is Barcelona at the same scale. И вот в этом же масштабе вы видите карту Барселоны. And you can see immediately the problem of British cities. They've been eaten away from the inside, they've lost their population, they've declined, and we were the first country in the world where that happened, and we're the first people to have started to solve it. We haven't solved it yet. И вы сразу видите проблему больших городов, это то, что они начинают постепенно деградировать, люди начинают разъезжаться, и они постепенно умирают. So, how we messed up is the first question that we want to understand. И вот мы хотим прежде всего ответить на вопрос, как же все это произошло, что мы сделали неправильно. So this is Dick Whittington. Dick Whittington is an English character who went to London and he became mayor. And the point being that in his day, cities were where you went to succeed, cities were centres of civilization.
Это такой английский персонаж, который приехал однажды в Лондон, как раз в то время, когда люди, наоборот, стремились в города, были одержимы идеей достичь чего-то, реализовать свою мечту. And so, centres of civilization, centres of culture, and cities across the world were always the places where civilization and culture took place. Города считались центром цивилизации, центром культуры. Во всем мире города символизировали некое средоточие цивилизации и культуры. And this creates a certain dynamic. This is Siena in Italy, as I know that you'll be aware. The dynamic is that the more successful you are in these cities, the nearer to the centre that you live. So people are always trying to get into the middle of the city. Это Сиена в Италии, и здесь вы видите определенную динамику. Всегда в городах люди, которые хотят добиться успеха или которые уже его добились, пытаются поселиться в центре, пытаются располагаться как можно ближе к центральной части города. And middles become very empty. И такие процессы происходят и в американских городах, но и в Великобритании. Это также очень распространено. Города расползаются, центр пустеет, и жители селятся на окраинах. And so we invented a thing called the green belt, which is a fantastic idea. And the green belt, this is the green belt. И тогда мы изобрели совершенно замечательную вещь. У нас возникла идея зеленого пояса. And we allow no development at all to happen in the green belt. You can't build anything in the green belt at all, so it stops the cities from expanding. В зоне зеленого пояса ничего нельзя строить, застройка запрещена, и таким образом мы ограничиваем город в его расширении. And the idea was that people would then build in the middle, but it didn't really work that way. Идея была в том, что люди начнут наконец строиться все-таки в центре города, но это не сработало. Because we invented a planning system which was based upon the idea that the state would build most of the housing. Потому что, согласно нашей идее, планировка города предполагала, что большинство застройки будет выполняться государством. I think you had a similar system. Я думаю, что у вас похожая система. I know this because this is taken from a book called 20 Years of Housing in Sheffield, and it's written in English, French and Russian. Вот эта фотография взята из книги, которая называется «20 лет Шеффилда». Книга существует на английском, французском и русском языках. And we got very excited about this. This is Corbusier, obviously. You can tell it's old by the fact that there are biplanes in the middle of the drawing. What are these? Biplanes, aeroplanes with two wings. Oh. Very old aeroplanes. 1920s. Вот вы видите дельтапланы в центре, да? Бипланы, простите. Biplan, yes. So, across Europe, people got very excited by Corbusier, but I think only in Russia and Britain did we build this stuff in such quantities. И вы видите высокие дома, везде была идея, все были увлечены такого рода строительством, но, наверное, в России построили уже большее количество домов такого плана. So downstairs, I was going to talk very briefly about Hume. This is an image of what Hume was going to look like before. This is Sheffield. This is from the drawing of what the housing in Sheffield was going to look like. Это Шеффилд, это изображение того, как он будет выглядеть. And then we got very worried about cars, as everyone did. This is from a report by a guy called Colin Buchanan in the 1960s. And this is how he envisaged towns had to change in order to accommodate the motor car. Конечно, нас волновала проблема большого количества машин, как и всех, наверное. Это одна из иллюстраций того, каким образом мы планировали справляться с этими потоками транспорта. And so we got to a point where cities became not only uncomfortable and dangerous and unhealthy, but they were full of these large modernist housing estates, and anyone who could essentially left. И, наконец, мы поняли, что города стали не только грязными, перенаселенными, некрасивыми, но и также заполненными зданиями вот такого плана. И все это создавало такую атмосферу, в которой люди не хотели жить. This is a poster for Milton Keynes, which is a new town in the UK. Milton Keynes,
новый город в Великобритании. So, a little case study, a little story about a city in the UK called Coventry. Сейчас я расскажу вам о городе, который называется Главный. So, as you can see, it's a beautiful medieval town, very, very old city in the UK. Как вы видите, это небольшой, старинный, средневековый город в Великобритании. This is the map as it used to be. Это карта города, как он был раньше. But the planners didn't like this. The planners thought it was horrible, inefficient, very difficult to do industry in, very difficult to live in. Но планировщикам это не понравилось. Они решили, что город спланирован недостаточно эффективно, в нем сложно жить, работать, развивать промышленность. And they drew up a plan, as planners always do, to clear the whole thing away and build a modern city on this site. И они решили сделать то, что обычно всегда делают: все разрушить и на чистой территории создать абсолютно новый современный город. And these plans never happen because planners always have these fantastic ideas, and it's always impossible to change the city. Но этого, конечно, не произошло. У планировщиков всегда возникают такие сумасшедшие идеи, но понятно, что это очень сложно взять и изменить коренным образом целый город. And then 2 months after the plan was finished, the Germans bombed Coventry, and everything except those dark buildings was destroyed. И дальше немцы бомбили город, и все за исключением вот этих темных зданий было разрушено. And it's a fantastic quote from the planning officer for Coventry, and this was 2 months after the bombing. Через 2 месяца после бомбежки Дональд Гибсон сказал следующее. Many citizens have despaired of the possibility of ever having a dignified and fitting town centre. Over a year ago, I prepared a civic scheme for the town. Многие граждане были в отчаянии от того, что у них было ощущение, что у них больше никогда не будет достойного и эффективно спланированного центра города. И примерно через год я подготовил план центра. And in one night, the site is largely cleared and ready to go, which is a fantastic thing. So the German bombing was seen as wonderful because it gave them the chance to do what they wanted. Фактически за одну ночь было расчищено место для реализации новых идей. Фактически немцы сделали хорошую работу. And this was their plan for the town, which has been built almost exactly as this plan shows. И вот это его план города, который реализовался фактически со 100% точностью. And it looks like this, which is okay. Выглядит все вот так, в принципе, нормально. But going around, it's not popular. It doesn't work. The paint is all peeling now. It's looking very, very sad and tired. Но гулять по городу уже больше неприятно, это совершенно непопулярный вид деятельности. Дома выглядят вот таким современным образом, с некоторых сходит краска, в общем, ничего приятного для глаза нет. Despite all the flowers. Несмотря на цветы. So we did a project with architecture students in Coventry, and we built the whole town centre out of this colour plasticine, and then we took away all the buildings that were destroyed, and we built the new Coventry out of grey plasticine, and we filmed the whole thing. И вот мы сделали проект нового центра города. Вместо всех разрушенных зданий мы разместили вот такие вот серые проекты зданий. And what it taught us was that when you look at how it's designed, it's actually designed very beautifully. The plans are good plans. Чему это нас научило? Когда мы смотрим на план, может сложиться впечатление, что все замечательно, и спланировано великолепно, и будет выглядеть также великолепно. But the results are poor. Но результаты совершенно не впечатляют в реальности. So we started looking at our old textbooks in a different way, because they describe the sort of thing that Coventry became. И мы стали по-другому смотреть на наши старые учебники, потому что там на самом деле была описана ситуация того, что случилось с Coventry. So these are urban design textbooks from the 1980s.
Это учебники по городскому планированию 80-х годов. And we have a serial revision process down the side, very much the same thing that we do today. И, собственно, все процессы описаны очень адекватно и понятно. Сейчас мы работаем так же. This is Richard Rogers, again from that period. You know Richard Rogers? Ричард Роджерс, снова из того же периода. You'd be embarrassed by this if you saw it now. Если бы вы сейчас это увидели, вы бы были смущены. And the problem is we're obsessed with the future. We're obsessed with, we heard this morning, we're going to reinvent the city, we're going to do things differently, the future's going to be completely different to the past. Проблема в том, что мы одержимы идеей будущего. Мы хотим все переделать, переиграть, возродить заново и избавиться от прошлого. That's the problem. The past was actually quite good. Но это и проблема. Дело в том, что прошлое не так и плохо. Cities worked really well in the past. Why do we need to reinvent? So this is from The Fifth Element, by the way, the science fiction film. Города в прошлом работали и жили очень хорошо. Зачем, собственно, мы должны их каким-то образом возрождать и переделывать? Это, кстати, иллюстрация из пятого элемента. So the problem is the future. То есть проблема – это будущее. So in March this year, I was in MIT in Boston. В марте этого года я был в MIT в Бостоне. And a conference on the future of suburbia. И конференция была посвящена будущему городов и пригородов. And this is MIT's vision about the future city, based upon driverless cars and Amazon home deliveries by drone and so on. И вот это видение MIT городов будущего, как все будет выглядеть, учитывая то, какие сейчас у нас есть транспортные потоки, как работают различные услуги, например, Amazon с его доставками и прочее. And I'm thinking that's going to be as bad as anything we've tried in the past. I don't know what you think. Я не знаю, как вы думаете, но я считаю, что в прошлом было, в общем-то, получше, чем здесь. You don't want to make your cities unhappy. Вы же не хотите, чтобы ваши города выглядели несчастными. It always takes a moment for people to see that photograph and they get very unhappy city. Всегда через несколько минут люди, смотря на эту фотографию, понимают, что город... This is in London's Docklands, by the way. Это район Лондона. So what we did, I know I'm short of time, but just quickly, how we turned all that around, how we took that disaster and turned it around into cities which are not brilliant, but they're getting better. Итак, что мы на эту тему сделали? Каким образом мы попытались развернуть ситуацию? Я не могу сказать, что мы ее развернули на 180 градусов, но мы постарались улучшить. So this is from a newspaper in the UK from 1981. It's actually Glasgow rather than Manchester, but it just gives an impression about how bad things got for a time. Это отрывок из газеты 81 года, который говорит о Глазго, о том, как плачевно обстояли дела в то время. So we go back to this map. You remember this map from the beginning? I want you to look at this area down here. Возвращаемся к этой карте, я ее уже показывала в начале, я хотела бы сейчас сосредоточить ваше внимание вот на этой зоне. So this is called Hume, and I was going to, at the session we just had downstairs, I was going to show you some pictures of Hume, which I can't do, but nevertheless I've got a few here. And so this is Hume as it used to be, and it looked like this. Вот на этой территории все выглядело примерно вот так. And then when I moved to Manchester, it looked like this. И когда я жил в Манчестере, выглядело уже все. So it's worth doing the difference. So the difference between this and this, it looked like that and this, but actually it was based upon a series of large modernist blocks. 10 minutes? Okay, fine. Not dissimilar, I think, to some of the ones we saw on the screen downstairs in the presentation just now. And they were called the crescents, these. Which in French sounds better, the croissants, the crescents they're called. И вот мы вот эту вот форму называем crescents. Я думаю, что вы видели похожие фотографии сегодня утром на презентации на первом этаже. And Manchester decided to knock this down and start again. And this was the thing that Manchester used to reinvent itself. В Манчестере решили отказаться от таких зданий и
выстроить все заново. И, собственно, вот с этого начался процесс возрождения города. And so the next map is today, which you've seen already. Вот на следующей карте вы видите. It's interesting to look at the difference between город сегодняшнего дня. Интересно отметить разницу. And this, which is low-rise, is the same number of homes as the previous place. 6,000 homes, both of them. И вот в этих низкоэтажных зданиях на самом деле тоже количество квартир, что и на предыдущей фотографии, что удивительно. You take out all the green space, you can put the same number of homes in low-rise housing as you can in high-rise. То есть вы представляете, что можно застроить все низкоэтажными зданиями и не экономить при этом на количестве квартир. And we didn't do a plan. We didn't draw a plan for it. We just wrote some very, very simple rules, which are in this book. Мы не составляли никакого плана на эту тему, мы просто сформулировали несколько очень простых правил, которые содержатся вот в этой красной книге. And the rules are the rules of a normal urban area. So, idea of buildings facing onto streets, to have shops on the ground floor and housing above. Simple urban rules. Очень простые урбанистические правила зданий, которые расположены фасадами, выходящими на основную улицу, на первом этаже магазина и так далее. And it was revolutionary in the UK. It sounds very simple, and when you describe it, you think, was that everything it was? But actually, doing buildings on streets was revolutionary. Everyone thought it was impossible. Но для Великобритании, тем не менее, эта идея была революционной, как бы проста, она не была. Настолько люди уже отвыкли от такого простого расположения зданий. So we redrew the three magnets and we turned them round. So we have suburban sprawl, inner city, and we created the sustainable urban neighborhood. И вот мы представили нашу идею в виде трех магнитов, один из которых называется расползание города в пригороды, второй центр города, и третий мы назвали устойчиво развивающееся городское сообщество. So I'm going to go through a few things quite quickly now, just because we're running out of time. The point is that the people that lived in Hume, who you would have seen if I could have talked downstairs, were a very strange bunch of people. Люди, которые жили здесь, были достаточно странными. Including me, I lived there as Включая well. меня, я тоже там жил. I'm not on that photograph, but... Но меня на этой фотографии нет. And those people then spread out of Hume and changed the whole of Manchester. Ну, вот эти люди потом все разъехались и поменяли весь облик города. So if you know Christiania in Denmark, in Copenhagen, or Kreuzberg as it was in Berlin, it was that type of place. Вы знаете, и в Копенгагене, и в Берлине есть места такого рода. And this is where my office is at the moment in Manchester, and this is the way in which these old buildings have been repurposed by this community into a creative community. Вот, например, здесь располагается офис моей компании. Вы видите, каким образом старинные здания меняют свое функциональное назначение, трансформируются этим сообществом. And this is a warehouse, but it was the first warehouse in Manchester which was converted into apartments. Это на самом деле склад, это был первый склад в Манчестере, который превратили в жилой дом. Now we have 50,000 people living in the city centre. We have nobody living in the city centre before. Сейчас у нас в центре города живет 50 тысяч человек. Раньше в центре не жил никто. And this is the other thing that came out of Hume, which is Manchester's music culture. This says Manchester rather than Manchester, you'll notice. Это немного о музыкальной культуре. Называется Manchester. Manchester. And for a moment, we were the coolest city certainly the coolest city in the UK, possibly further afield. We had the biggest club called the Hacienda. И вот вы видите, у нас был наш And then kick me when I'm running out of time. and then we thought we'd bid for the Olympics, and we bid against Barcelona, and we lost hugely. Во время Олимпийских игр 2000 года мы проиграли в Барселоне. But at the time we thought we'd build Hume, because Hume was our way of trying to reinvent an urbanism in Manchester. Но тем не менее мы в это время смогли реализовать нечто другое.
And that led to this explosion of city centre living. So this is the rebirth of cool, this idea that living in the city centre, which was something no one did in the UK, was suddenly a cool thing for young people to do. Мы смогли возродить центр нашего города, и город стал интересен и привлекательным для молодых людей в том числе, чего раньше никогда не было. And then there was a bomb. So the IRA, Irish Liberation Army, blew up Manchester in the mid-90s. А затем, в середине 90-х годов, в Манчестере была взорвана бомба. And that really changed the city. That really galvanized people to completely change the whole city centre. That's the same spot. So that bridge is this bridge here. И это послужило очень большим толчком к началу серьезных изменений. Вот это то же самое место, вот этот висячий мост. And we finally got our Commonwealth Games, which is, you won't know about, British Empire Games, basically. Small Olympics, but we finally had the Olympics. И, наконец, у нас появились наши собственные маленькие Олимпийские игры, которые называются Commonwealth Games. And so, just finally to finish, before Alina kicks me again, a few lessons, because we heard this morning about strategies and about organisation and so on. City recovery has something to do with those, but it's about something very different. И, наконец, в заключение я хотела бы сказать несколько слов о том, что же мы усвоили. Сегодня утром вы слышали много о стратегиях, о различных планах, но что же, собственно, является толчком к этим изменениям? So Manchester is very efficient. It gets things done. В Манчестере все работает очень эффективно. Действительно, мы видим результат. We also are very diverse. We have the biggest gay community in the whole of the UK, except for Brighton, I should point out. Также наш город очень разнообразен. Можно сказать, что у нас самое большое гей сообщество в Великобритании. We changed our image. I should explain. This guy is called Peter Saville, who did all the record covers for New Order and all the cool Manchester bands were designed by Peter Saville, and he then redesigned the whole city. И мы полностью поменяли имидж города. Вот этот дизайнер создавал новые баннеры для Манчестера. And the people from Hume and elsewhere then started to create hundreds of small businesses and repopulate all the empty buildings in the city centre. И стали создаваться сотни новых маленьких компаний, бизнесов, и центр города вновь стал заселяться. And we have and I haven't got time to talk about this today, but we have a very strange attitude to planning, in which essentially you can build whatever you want, and yet we get very good buildings, and we don't understand why that's the case. И сейчас у нас такая интересная ситуация наблюдается. Фактически можно строить все, что угодно, но тем не менее, по факту у нас получаются очень хорошие здания, плохого не строят. Я даже не знаю, почему так происходит. The final point is about attitude. Manchester has, other cities in the UK hate Manchester because it's seen as being very arrogant as a city. Man United is sort of encapsulates this arrogance of Manchester. И, наконец, немножко об отношении. Другие города Великобритании не любят Манчестер за его самоуверенность. These are arrogant men from Manchester. I won't tell you who they are. Самые, наверное, самоуверенные мужчины Манчестера. And just finally, this is my wife. 1980, when we first arrived in Manchester, and last year we said we're going to take the same photograph from the same spot now. So this is the old Roman fort in Manchester, and there we are. That's it today. Thank you very much. Первая фотография была сделана в 80-х годах, и мы решили, что сейчас мы сделаем фотографию вновь на этом же самом месте, и вот вы видите, можете сравнить то же самое место. Спасибо за внимание.